Всем привет! Читы в GTA имеют огромную роль. Коды в серии игр стали одним из самых любимых развлечений ни одного поколения геймеров, играющих в GTA. Сегодня я бы хотел рассмотреть чит-коды в GTA 3. Это одна из моих самых любимых частей игры. Я вот много раз ее проходил. Вот я и подумал, что будет, если я пройду игру с определенными чит-кодами. Первый из двух, It's All Going Mad, заставляет прохожих драться друг с другом. Второй, Weapons for All, выдает всем оружие, кроме главного героя. Как же выглядит GTA 3 после ввода этих кодов? Помните миссию в GTA San Andreas, после которой начинается хаос на улицах? Тут точно так же, только все гораздо страшнее. Стоит только вспомнить убойную силу дробовика или эмки. Не дай бог кто-то возьмет и начнет спреить твою машину, ведь Клод не умеет выпрыгивать на ходу из машины, я напомню. Вы попросту не успеете вылезти из машины и умрете. Я поначалу думал, что это невозможно, вы скажете, что это невозможно. Проверим, чтобы видео не получилось долгим, и разделим его на две части. Первая часть – миссия Портленда, вторая часть – миссии Стоунтона и Шорсайд Вейла. Скажу сразу, я не буду выполнять все миссии. Я выполняю только те, которые нужны для продвижения по сюжету. Да, я буду называть миссии на английском языке некоторые, как в оригинале, так как я уже привык к английской версии игры. Прохождение игры будет очень сложным испытанием из-за, во-первых, большого фреймрейта, с которым связана куча багов. Можете нажать на подсказку, поймете, про что я. Во-вторых, из-за оружия, которое имеет каждый пет. Самое опасное — это эмка, дробь, гранатомет, огнемет и молотовы, конечно. От гранат можно увернуться, однако от них я все равно умирал, но это было очень редко. Про УЗИ, пистолет и калаш я вообще молчу, они практически не представляют опасности. Юмора в этом видео не будет, разве что чуть-чуть. Во время прохождения ничего не покупайте в оружейках. Также я выпущу подборку фейлов и смертей во время этого прохождения. Приятного просмотра. Чё с пистолетом? Итак, первая катсцена – ограбление банка. Каталина, девушка главного героя, предает его во время ограбления, пуская в него пулю. А когда Клода везут в тюрьму, на помощь приходят колумбийцы, которые воруют старого азиата, о котором еще пойдет речь во второй части прохождения. А мы с негром решаем сбежать за компанию. Мост взрывают, победа террористов, и мы начинаем наше прохождение. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Съезжая моста, мы можем увидеть, что будет нас сопровождать все прохождение. В общем, первая миссия простая. Доезжаем до сейф-хауса, переодеваемся, берем задание у чела по имени Луиджи, кто держит местный клуб. Нам поручают довести одну из работниц этого клуба, Мистик Луиджи. Ну, задание вроде простое, и мне несказанно везет, что в этот момент моя машина не взлетела на воздух. Короче, ворую Sentinel мафии, довожу бабу. Беру вторую миссию Don't Spank My Bitch Up. Надо убить одного торговца спанка, который распространяет этот самый спанк. Это местный наркотик. О, это срез. В общем, делаем тимкилл, попутно забирая и самого торговца. Отвозим машину на перекраску, чтобы копы не узнали. Затем отвозим ее в гараж к Луиджи. Тут тоже все просто.
Знакомьтесь, самое главное чмо моего прохождения. Он всегда просто таргетит Клода и моментально его решетит из эмки или дробовика. И я снова умираю. Следующая миссия Drive Misty for Me. Вкратце, надо сыну Дона Мафии, Джоуи, Леоне довести Мисти. Это уже вызывает трудности, ибо надо подъехать в Хепберн Хайтс, дождаться ее, и только потом довести ее в другой конец города. Мне даже пришлось менять машины, чтобы не умереть. Хотелось бы пояснить за огнеметы и коктейли Молотова. Если вашу тачку подожгли, новую тачку, не задамаженную, и вы в ней находитесь, то она немного загорится. Один такой поджог — это нормально. 2 поджога — это уже опасно для транспортного средства, и 3-й поджог будет летальный. Тогда огонь будет больше, его можно будет отличить от обычного поджога. Следующая миссия My Clips Last Lunch. Все, с заданиями Луиджи покончено. Нам надо поехать на Сент-Маркс, взять машину с медленным задним ходом, что опять траблы из-за FPS, и заминировать ее у эйсбола. Затем приехать на то же самое место, включить бомбу и убежать. При этом машину ломать нельзя, а то заставят идти перекрашивать. Вот и как с такими кодами пройти эту миссию? Я сам задался этим вопросом и решил попробовать ее пройти. И у меня это удалось с первой попытки. Я сам не понимаю как. В общем, смотрите. Серьезно, с первой попытки? Следующее задание Farewell Chunky Li Chong. Один китаец под видом лапши торгует стафом, и нас заставляет его убить. Все легко. Подъезжаем к Чайнатауну, где он сидит, и просто убиваем издалека китайца подобранным оружием из NPC. Можно ямкой, калашом, чем угодно, даже гранатометом. Затем идет миссия Ван Хейст, где нам надо угнать инкассатор и привести его в гараж к ребятам Джоуи. Грузовик бронированный, его пулями не пробить, значит надо таранить. Вот тут важная деталь, грузовик может пострадать от взрывов, значит в идеале сбить грузовик где-нибудь на трассе, где нет людей, иначе произойдет это. Спустя некоторое время я угоняю фургон и увожу его в гараж. Последняя миссия на Джоуи — это шофер Сиприани. Это Тони Сиприани, главный герой игры GTA Liberty City Stories, если что.
В общем, надо довести его до прачечной, где его встречают вооруженные триады. Это такая китайская банда. И вообще, все задания Тони будут связаны с триадой. Отвозим дебила до дома, где он чуть ли не багается из-за высокого фреймрейта, и берем следующую же миссию у него. Taking out the laundry, где надо вынести 3 фургона триад. Берем гранаты у Лысого, взрываем фургоны почти без проблем. Следующая миссия с Пикап. Триада согласилась заплатить и оставила чемодан в переулке. Однако тут засада. Ложим всех крипов и отдаем кейс обратно к Тони. Кажется, последняя миссия на Тони. Сальватор has called a meeting. Дон собирает всех боссов у себя в особняке. Надо взять лимузин, заехать за Джоуи, Луиджи, Тони. Но не тут-то было. Опять за нами гонится триада. Но и не пальцем делано, и доезжает до дома Сальватора Леоне, главного босса семьи Леоне, на котором мы работаем. Теперь мы берем миссию у него. Первая прогулка. Надо отвезти жену Сальватора на прогулку на лимузине. На этой миссии я застрял надолго. Во-первых, игра крашилась время прибытия спецназа на вечеринку из-за большого количества людей, плюс из-за этих 2 чит-кодов. Во-вторых, я просто не мог доехать никуда из-за аута с оружием на улице. С предыдущей миссией таких проблем почему-то не возникло. Давай, давай, едь сюда, тупое говно ебаное. Блять, она крашнулась. Сука. Так, тихо, 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 тихо. Ты что? Что? Блин, ну что за херня? Что ты делаешь? Тихо, дай выйти, дай выйти. Пиздец. Так, тихо. Ой, тихо, аккуратно, 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 аккуратно. Ты же делаешь-то. Ой, бля. Да ты что делаешь, сын говна? Заново все, бля. Так, тихо. Спасибо! Еще сейчас горю к херам. А вот и гайд на прохождение миссии. Уезжаем с особняка и двигаемся к Гарвуду. Там по трассе доезжаем до Чика. Затем направляемся в Атлантик Кис. Ждем ментосов и моментально их убиваем, чтоб не произошел краш. Оружие я добыл из NPC. Обратно возвращаемся абсолютно тем же путем.
4-5 to all units. This is narcotic state Atlantic Speed. Наконец-то. Наконец-то я прошел это. Ужас, просто ужас. Я это сделал. Уф. Следующая миссия Каттинграсс. Нам надо проследить за одной подозреваемой крысой в семье, Кудрявый Боб. Можно попытаться взять такси и самостоятельно приехать к клубу вместо другого такси. Однако тут вас будет ждать облом. Боб не сядет в поломанное такси, значит просто следуем за такси, где едет Боб. Знаете, сижу я такой в такси, готов подобрать Боба, как вдруг прибегает шлюха и выкидывает меня из машины. Ну, она извинилась, ну, я, конечно же, ее простил. Все-таки она по ошибке украла мое такси, и все-таки, я думаю, ну, таких надо прощать. Этот чмырь за дозу спанка сливает всю инфу. Из-за этого я его покарал в тяжелой битве. Не обращайте внимания на быструю воду и облака, это все траблы из-за FPS. Миссия Сальватора на этом пока что кончается, и нам приходит сообщение на пейджер от Тони. У него еще есть две обязательные миссии. Первая – переполох в Чайнатауне. Леони воюет с Триадой, и нам надо нанести серьезный удар по китайской банде. Убиваем своих тиммейтов, чтобы не мешались, и отправляемся сперва в Чайнатаун, где убиваем двух лидеров Триады, а затем заезжаем к бугру за заводом Триад, где находится третий лидер. Он тоже получает пулю в лоб. Последняя миссия Тони Сиприани – взрыв на заводе. Чтобы сделать фаталити для Триад, 8-Ball заминировал мусоровоз, который, кстати, пуленепробиваемый. Нам надо отвезти мусоровоз на рыбный завод Триад и устроить взрыв. Добираемся до мусоровоза и проезжаем через тоннель. Тут мы не получим такого урона, как получим при поездке через город. Выезжаем с лестницы, и тут я не замечаю, что ловлю гранату и умираю. Так, все, сейчас пройдем. Серьезно? Со второй попытки мне удалось доехать до завода. Не бойтесь, как я и сказал, мусоровоз пуленепробиваемый. Охереть, вот это взрыв! Осталось пройти 3 миссии в Портленде у Сальватора Леоне, точнее 2. У одной просто 2 части. Одна из двух бомба на базе, акт 1 и акт 2. Колумбийский картель производит этот самый спанк на корабле в гавани Портленда, а это значит, надо взорвать этот корабль, дабы помешать распространению наркотика. Заходим к 8-Ball за взрывчаткой. И тут важно, если у вас нет 100 тысяч, то миссия не запустится. Если вам не хватает денег, то идите повыполнять миссии Джоуи или Луиджи. Затем возвращайтесь. 8-Ball дает нам рифлу и говорит, как только мы выстрелим, он пойдет на корабль. Берем рифлу, занимаем позицию кемпера и ставим хедшоты. Звуки так обрезаны опять из-за FPS.
Миссия пройдена. Последняя миссия Сальваторе Last Requests. Нам поручают выполнить последнее задание. Утилизировать машину. Странно, ведь слишком простое задание. И это неспроста. Как только мы подъезжаем к машине, приходит уведомление на пейджер, что машина ловушка. Это сообщение Марии. Мария говорит, что нам надо встретиться. Мы приезжаем на место встречи, узнаем, что старый пидорас нас заложил и предал. Он подозревает, что Клод и Мария крутят роман за спиной у деда. Тут же мы знакомимся со Сукой, главой Якудзы, японской банды на втором острове Стаунтон. Переправляемся на второй остров, нам дают ключи от нашей новой квартиры. После этого мы сохраняемся, и первая часть видео благополучно завершается. Как-то так. На Портленд у меня ушло 2,5 часа. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся.